Вам хотелось на Марс? Мне да. Но как туда попасть? Лететь полгода в ракете, есть еду из тюбиков и умирать в конце от радиации не нужно. Сейчас я все объясню, но давайте по порядку. Любая миссия начинается с подготовки на Земле. Что нужно для экспедиции на Марс? Конечно же, экшн-камера и дрон, иначе никто не поверит, что ты там был. У меня не было ни того, ни другого, поэтому пришлось принять пару посылок из Китайской Народной Республики. На Марсе нет интернета, и с зарядкой ситуация тоже не ясна, поэтому заранее печатаю карту. Смотрим. От Земли до Марса можно добраться всего с одной остановкой. Я никогда не был на Луне, а очень бы хотелось. Кто-то же уже должен все-таки оказаться там и доказать, что никаких американцев на Луне не было. Поэтому сначала давайте посмотрим, как выглядит поверхность Луны. Это солончаки Бонневилля, одно из самых плоских и быстрых мест на Земле. Окей, вы меня раскусили. Я не был на Марсе, но очень бы туда хотел. И если у вас, как и у меня, нет машины времени, и вы не можете попасть во время, когда Маск все-таки уже колонизировал Марс, то есть обходной вариант. Взять просто машину и приехать сюда, в Юту. Вот тут как раз лучшее место, чтобы ездить на авто. На солончаках нет ограничения скорости. Насколько хватит тебе дури, настолько и разгоняйся. Дури в людях предостаточно. И тут было установлено около 300 рекордов скорости. Первый из них ставят в 1935 году. Со скоростью, как думаете, какой? Подсказка. Вот так выглядит тогда средняя бричка. Километров 120, да, где-то в час? Первый же рекорд ставят почти 100 лет назад, и это сразу 480 километров в час. Как это вообще может быть? А так, что абсолютно плоская поверхность делает условия для замеров близкими к идеальным. Это природный асфальт, ровный во все стороны. Но кое-что делает этот трек даже лучше, чем асфальтовый. А в чем соль? В самой соли. Сначала здесь было одно громадное озеро, но за тысячелетия вода испарялась, а соль, которая накапливалась слоями, оставалась. И вот за кучу лет вся вода ушла, и теперь в некоторых местах бывшего озера есть соляная корка глубиной до метра. И она отлично отражает свет, а значит нагревается меньше. И так охлаждает колеса машины, которая едет с околозвуковыми скоростями по ней. Поэтому и проехать на такой поверхности можно дальше и с большей скоростью. Это как ехать по зеркалу. Последний рекорд здесь поставили в 1970 году. И я не поверил сначала, когда увидел. 1015 километров в час. Мне не было понятно, как это возможно просто технически, но когда я увидел, на чем его установили, все стало на свои места. 40-летние пацаны взяли ракету, да, именно ту ракету, которая летает в космос, привязали ее к жопе машины, посадили за руль 30-летнего мальчика, и он разогнался. Получилось быстрее, чем у самолетов, летящих через Атлантику. С тех пор рекорды здесь не бились, но в соседней Неваде есть пустыня Блэк-Рок. На ней Энди Грин разогнал адскую колесницу, которая почему-то носит гордое звание автомобиля, до 1228 км в час. Это, если что, уже больше скорости звука. До Блэк-Рок совсем недалеко, всего полчаса езды, если ехать как Энди. Если на обычной машине, то все 6 часов, поэтому пустыню отсюда и не видно. Хорошие солончаки. А что же вот Энди-герой не захотел на своем автомобиле с турбовентиляторными двигателями устанавливать рекорд здесь,
и поехал зачем-то в Неваду. А это потому, что Бонневиль под угрозой, и слой соли здесь уже в 2 раза тоньше, чем он был в 40-х. Где-то он полностью истончился, и теперь там грязь, в которой машина вязнет. Соль пропадает из-за того, что рядом есть комбинаты, которые добывают здесь минералы, карбонат калия и соль. А еще как раз из-за машин, которые носятся тут как угорелые и портят поверхность. К сожалению, судя по прогнозам, и озеро Солт-Лейк, и Солончаки могут полностью исчезнуть в ближайшем будущем. Поэтому, если у вас будет возможность приехать сюда и посмотреть на это геологическое чудо природы и прокатиться хотя бы вдоль него, лучше сделать это сейчас, пока не поздно. Потрясающе просто. Это что такое? Ты видишь? Ну-ка попробуй. Смотри, зазумь. Они все-таки были на Луне. Все-таки это не голимая постанова Кубрика. Ну что, развенчали миф с железными доказательствами, теперь можно и на Марс. Что хотим там найти? Красные каньоны, пустыни, отвесные скалы, огромные каменные образования. Поехали искать. Оказывается, дело не на 5 минут, поэтому возвращаюсь на Землю. Беру с собой еду, теплую одежду. На Марсе все же небольшой минус. На случай, если будет скользко, кошки для обуви. На случай, если будет одиноко, кошку для себя. Проезжаю мимо Мормонского храма, благословение нам не помешает, и едем 4 часа на юг. Ну все, мы на Марсе. Площадка, на которой я приземлился, называется Angel's Landing, то есть место приземления ангела. Поняли, да? Человек, который ее нашел, сказал, что только ангелы смогут приземлиться на такой утес. С тех пор название прижилось. Сейчас это один из самых опасных трейлов в Америке. И здесь погибло около 20 человек. Обрывы под 300 метров в обе стороны, а на последних 800 метрах тебя ничего не может спасти, кроме вот этой тоненькой цепочки. Этот мыс — центр национального парка Зайон, или, если по-русски, Сион. Сион значит место убежища и духовного покоя. Господи. Зато посмотрите, какой потрясающий вид ждет тех, кто рискнул и дошел до конца. Тем, кто хочет посмотреть это вживую, нужна не только смелость, но и удача. Пропуск на самый верх только по результатам розыгрыша лотереи. Так дозируют бешеный спрос. Посадка прошла успешно. Погнали смотреть Марс. И чтобы показать неожиданное для Марса место, мне нужен вполне ожидаемый скафандр. Забираем и надеваем. Он нужен, чтобы доказать вам, что на Марсе все-таки есть вода. Пока надеваю скафандр, я хотел с вами поделиться. Вот знаете, в Инстаграме рилсы показывают красивые, где у людей все такое эстетичное. Они идут по живописным местам, все у них складно, эстетика. Вот я тоже всегда хотел быть таким человеком. Чтобы если футболку черную надел, то чтобы она была просто черная, а не черная с шерстью от кота. И чтобы ходил не как собака сутулая. Ну так вот, думал, я сейчас приеду, скафандр свой надену красиво, вам покажу, мы все вместе поохаем-пахаем, как красиво получилось. Но, как думаете, вот это вот что? Штанина или рукав? А сую я туда что? Руку или ногу? Это продолжалось 15 минут. В итоге ногу получилось засунуть в рукав. Супер! А вот тут мы поняли, что произошло. И уже спустя 5 минут я, как семилетка, начал выть от ужаса, что либо придется ногу ампутировать, либо даже без вариантов. От инвалидности меня спас бальзам для губ, который не только увлажняет их в сухом климате Юты, но и шикарно смазывает культю, которая застряла в резиновом костюме.
О, отлично. Будет хороший день. Со второй попытки обе ноги были в штанинах, а руки в рукавах. И я был готов покорять Марс. Вот, пожалуйста, The Narrows. Очень необычный трейл, потому что сам трейл — это река. И не какая-нибудь река, а Virgin River, которая уже миллионы лет точит отвесные стены каньонов, и в высоту они иногда доходят до 600 метров. А проходы бывают настолько узкими, что доходят до 6 метров. Вода здесь очень быстрая и холодная, и для прохождения нужен водонепроницаемый костюм, ботинки, носки, палка и рюкзак. Плюс бывают паводки. И сегодня вероятность паводков не нулевая. Надеюсь, не снесет. С погружением в воду надо быть очень осторожным, потому что прямо сейчас в реке есть токсичные цианобактерии. По крайней мере, если верить сайтам национальных парков. Хотя мне кажется, здесь нет бактерий никаких. Вот вы же не заметили, что они здесь летают? Вот и я их тоже не вижу. Это Ну что, очень необычное ощущение после этого трейла. Особенно, когда ты погружаешься в воду по плечи или по грудь, и тебя просто вот так вот всасывает. Как ощущение, как будто ты в космосе от давления. И когда выходишь на воздух, очень тепло становится. И есть выброс адреналина. Мне понравилось. Виды, к сожалению, на камеру невозможно передать, потому что очень масштабно. Если ты снимаешь не на ширик, то ничего не помещается, а если снимаешь на ширик, все искажается. Помните, я сказал, что парк называется Сион, а приземлились мы на площадке для ангелов. Божественность на этом не заканчивается. Белые хоть и нашли его в 19 веке, но для индейцев это очень давно было священным местом. В конце дня давайте наградим себя потрясающим закатом. Спешим на смотровую площадку. Солнце на Марсе должно быть еще более величественным. Я очень спешил, чтобы показать вам этот закат, и обгонял всех на этой узкой дорожке, но вынес один горький урок. Если в День Благодарения у тебя выходной, то выходной, скорее всего, и у всей страны, и обогнать всех не получится. А вот разбить экшн-камеру, которая с тобой провела лишь сутки... Да, разбилась. Запросто. Поэтому некоторые кадры, которые я в итоге привез на Землю, сделаны через разбитую линзу. Но надеюсь, это вам не очень помешает. Сколько нужно времени, чтобы создать что-нибудь стоящее? Египетские пирамиды делали десятки лет. Саграду Фамилию строят уже 150 лет и все никак не достроят. А у природы ушло несколько миллионов лет, чтобы сделать вот это. Чтобы вы могли посмотреть в экран и сказать: прикольно, красиво. Посмотрите на эти десятки, сотни, тысячи шпилей из песчаника, залитые густым солнцем. Здесь когда-то жила раса эгоистичных и неблагодарных существ. Они потребительски относились к природе. И за это бог-проказник превратил их в камень. И вот теперь они стоят тут бедные, нам в назидание, чтобы мы природу любили. Это рабочая версия возникновения шпилей у индейцев-пайютов. У этих пик есть название — Худу. Но есть и альтернативный взгляд. Зеленый лет назад тут было озеро. На его дне песок, ил, глина и вулканический пепел откладывались слоями. Но совсем недавно, буквально 16 миллионов лет назад, движение тектонических плит поднимает плато Колорадо, на котором находится и все, что мы видим вокруг, в том числе национальный парк Брайс Кэньон, где я встречаю обалденный рассвет сейчас.
Отложения вылезли наружу, на них падает снег и дождь. Это все попадает в трещинки достаточно нежной структуры. Зимой ночью вода замерзает, расширяется и как клин рвет камень, а ветерок только усиливает эффект. Это все продолжается и по сей день. Породы разрушаются, поэтому когда вы сюда попадете, увидите уже другую версию этого парка. Вряд ли вы в курсе, но уже не первое десятилетие продолжается война, о которой никто не хочет говорить. Битва за звание лучшего национального парка. Такие места, как это, так и тянет сравнить по масштабу и монументальности с Гранд Каньоном. Устилаешь свой взор вдаль и поражаешься, как такое возможно. Мы сейчас находимся на высоте 2,8 километров, и отсюда отлично видно так называемую Великую лестницу. Это наслоение плит разных пород друг на друга. И знаете, я прямо сейчас помогу продвинуться в войне национальных парков, которая давно уже стала окопной. Вот если прищуриться и посмотреть вот туда, то видно Гранд Каньон. Пожалуйста, все выводы делайте сами. Смотрите-ка он маленький, а говорили Гранд. Да и высота у него 2 километра. Детский сад. Я сомневаюсь, что с Гранд Каньона видно хотя бы еще один национальный парк. Вот это раньше было монолитной скалой, а теперь это мост. Не устаю поражаться силе сложного процента природы, где все возможно. Дайте только миллионы лет. Вот здесь люди, которых Бог превратил в каменных худу, жили. Видите стены и окна их жилья? И давайте в последний раз я оговорюсь. Как думаете, имеет ли отношение название этого парка к религии? Подсказка. Мы все еще в Юте. Да, церковь святых последних дней, а.к.а. мормоны, отправили шотландского иммигранта Эбенезер Брайса заселить эту землю, завести хозяйство и скот. И до нас дошло проницательное описание этого места от Брайса. Цитата. «Чертовски хорошее место, чтобы потерять здесь корову». Да, лучше и не скажешь. Как думаете, что общего между Каспийским морем, Исландией и Брайс-каньоном? Правильно, обман. Каспийское море никакое не море, а озеро. Исландия не покрыта льдом, а Брайс-каньон никакой не каньон, а амфитеатр. Но простим эту неточность бедному Эбенезеру. В его системе координат ловля коров приоритетнее геологии. Кстати, вы знаете, почему у камней такие цвета? Да, конечно, мы знаем, почему у них такие цвета. Красный — это значит красивый, белый я не знаю, и синий я тоже не знаю. Я имею в виду из-за минералов. Железо дает красный и оранжевый, а магний — желтый. В худу превратили королеву Викторию. Я бы никогда не подумал, что она не уважает природу. Но как есть. В том же был замечен и молот Тора. Окаменели даже небоскребы Уолл-стрит. Каменным здесь может стать буквально что угодно, даже то, что первым приходит на ум. На следующую достопримечательность я нашел вот такой отзыв на Google картах. Недопустимо, мягко говоря. Я не могу поверить, что Бог создал гору как это, да еще и государство США взяло, признало это и построило к этому дорогу. Дети и семьи посещают наши национальные парки. Мы должны это накрыть чем-нибудь или сделать что-нибудь вроде того. Вот на что был отзыв. Ладно, это был шуточный отзыв. Продолжая тему предыдущего комментария, мы решили отправиться в место, которое называется «Дьявольские сады». И я, если честно, не очень понимаю, чем же все так недовольны дьяволом, если он забубенил такой крутой сад. Отбеливать репутацию дьявола дальше я не буду, потому что нет пуленепробиваемых фактов, что он прям сам его делал. Тот, кто первым это обнаружил, не смог доступными тогда средствами объяснить, а как такое вообще возможно. Сочетание несочетаемого вызывали у них смешанные чувства и восторга, и страха одновременно. И решили присвоить авторство не накопительному эффекту природы, а дьяволу. Что же тут удивительного и дьявольского? Зацените, сзади меня арка из песчаника. Иду я по песку, потому что мы в пустыне, а смотрю вперед я на заснеженную гору. А? Круто же? Но и это не все.
конусы и их производные тут не единственные герои. У них есть своя арка развития персонажа. Как она выглядит? Вот так, так, вот так, так и вот так. Ну и, наконец, вот так. Это настоящая знаменитость. Деликатная арка. Эта красотка, в отличие от остальных, стоит гордо одна и смотрит на горы. Это символ всего Дикого Запада, и по умолчанию ее изображение будет на номерах Юты. И как живой пример хрупкого баланса в природе, никто не знает, когда эта арка будет разрушена своим же создателем. Поэтому каждый визит сюда особенный. По пути в самую главную достопримечательность национального парка Арчес заходишь на вот такое возвышение, и я насчитал буквально все цвета, которые возможны вообще. Единственное, что немножко тускловатые, но вот смотрим: желтый, красный, фиолетовый вот там, зеленый, и даже есть синий с белым. Вот там вершина. Красота невероятная. Но мы отклонились от темы. Напоминаю, говорим про арки. Это арка, которая сформировалась еще со времен юрского периода. Немного мне холодновато, поэтому скомканная речь. Очень давно она была сделана, и тут, кроме этой арки, во всех скалах вырезаны, видимо, просто временем вмятины. Там дальше есть еще одна арка. И самое крутое, что именно эта арка находится не на территории национального парка, поэтому здесь можно снимать дроном, и мы здесь даже полетали. Язык заплетается у меня не просто так. На улице минус 11. Хотя по виду вообще не скажешь. Но по ощущениям скажешь. Хоть и очень сухо. И это не такие же минус 11, как мы чувствовали до этого всю жизнь. Когда изморозь и влажность. Но все равно кожу не обманешь. Это первый раз вообще, когда я вижу минусовую температуру в Фаренгейтах. Минус 2 и минус 17 градусов. Это вообще не похоже на минус 17. Вот это уже было похоже на минус 17. Как же сладко было там стоять. Давайте вместе насладимся этим ветром. Вы не проголодались? Я вот очень убил бы за что-нибудь из межгалактической кухни. Знаю одно место, где можно взять отличный буррито на завтрак и маленькую чашечку эспрессо. Но самое главное – почувствовать себя как дома. Заправил себя, заправлю и свой марсоход. И есть одна подходящая для этого пещера. Пойдем посмотрим, что внутри самой заправки. Это скала, и внутри скалы выбит магазин. И мы сейчас пойдем посмотрим, что у них там есть. Так, ну вот такой магазинчик, где всякие товары для, обычная заправка. Но есть тут необычный туалет. И это вот уже видно саму скалу. С чем у вас ассоциируется Марс? У меня с планетой Татуин из Звездных войн, дюнами, почему-то огромными песчаными червями и безумным Максом. Начнем с Татуина.
Эти грибочки сформировались из мягкого песчаника снизу, покрытого более твердым слоем сланца и известняка сверху. Дождь и ветер, бесконечные циклы заморозки и оттаивания смывают основу, но шляпка остается цела. Вот тут видно самое начало этого процесса. А вот это уже конец. По разным цветам можно увидеть, как течет время. Каждый пласт — это тысячи лет формирования. Чувство здесь, что ты на другой планете. И это достигается с помощью того, что здесь никакой абсолютно растительности нет. На 360 абсолютно непонятные, непривычные взгляду формы. И тишина такая, как будто ты в вакууме находишься. И зацените небо. Белые скалы и небо просто синее, без единого облачка. И так вот буквально вся вот эта тропа устлана смесью пейзажей лунного и марсианского. Мне, не верится, что ты можешь. Вот я прям специально наступаю ботинками сильно-сильно, чтобы убедиться, что все по-настоящему. Раз уж мы на Татуине, давайте зайдем в дом к Энакину Скайуокеру. Эти песчаные пещеры вырезал не ветер, не лед и не снег, а человек. Он очень хотел добывать песчаник. Вряд ли, конечно, прям этот человек, хотя я свечку не держал. Но сейчас тут уже не копают, поэтому можно погулять и снаружи, и внутри. Кажется, что за следующим поворотом встретишь сэндкроулеров или песчаного червя. А вот к этому человек уже не прикладывал рук, только мать природа. Нет, я правда не понимаю, как такие чудеса возможны. Спокойно так на душе. Тут даже зимой при 0 градусов тепло. Ветра нет, солнце мягкое. Идиллия. Не хочется ничем портить эту благодать. Разве что только вспомнить, что мы в пустыне. И когда видишь пески, редкие машины на дороге, на языке крутится одна фраза. Мы в безумном Максе! Вон безумный Макс! Ну а как вы думали? Галерка, просыпаемся! Вам еще половину ролика смотреть. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Как опытный серфер с 0 дней опыта за плечами, я сразу же бросаюсь покорять песчаную волну. Посмотрите, как же только неэффектно получается, особенно в слоумо. Но пришли мы сюда не для этого, а для вот этого. Вот что бывает, если во время юрского периода взять песчаник и с помощью воды делать там маленькие трещинки очень-очень долго. Такая форма у этого каньона из-за паводков.
Только представьте, в один прекрасный день, который здесь в пустыне не такая уж и редкость, дождь, снег с гор и грозовые облака устраивают тут настоящий апокалипсис. Вода с ветками, грунтом и всем, что было на пути, идет вниз по течению, попадает в эти невероятно узкие стены и за мгновение под огромным давлением смывает все, что было внутри каньона. И попутно подрисовывает новые завитушки в структуре песчаника. Вот это ископаемое, которое чуть ли не старше мемов, к которым я делал отсылки в этом видео, не даст соврать, что все это процесс давний. Вопрос к любителям Гарри Поттера. Вам не страшно, что сейчас Авада Кедавра прилетит? Не заметили? Вон же, Волан-де-Морда спряталась. Ё-моё, пока я учил вас жизни и советовал быть внимательнее, сам зазевался. И меня все-таки съел огромный песчаный червь. Ну ничего, пользуясь случаем, можно прогуляться по его богатому внутреннему миру и поразглядывать стенки. Это результат совместного труда человека и природы. Туннель сделали для отвода воды люди, но благодаря эрозии стен получилась форма, напоминающая внутренности червя или дракона. В общем, я ему пришелся не по вкусу, и получилось выйти своим ходом на следующей остановке. Червь оказался большим любителем просторов и красот и высадил меня на остановке, с которой открывается вид на всю планету. Как и за все хорошее, за такой вид тоже пришлось заплатить. Можете себе представить, каким был путь сюда, учитывая, где я только что был? Он буквально пролегал через дорогу из коровьего навоза, о чем мне сообщили Google карты. Нас хорошенько потрясло, но ни странные названия, ни ощущения в пути никак не сбили стопроцентный кайф этого инопланетного заката. Вот стою я как Муфаса, отец Симбы, разглядываю просторы и как любой нормальный парень думаю о Римской империи. Вот интересно, почему римляне объявили Марс богом войны? Он стронг, не терпит ошибок. На Марсе ничего не растет, там нет жизни. Или есть? Может быть, Марс больше похож на наш с вами дом, чем мы думаем? Если коротко, то вот факты. Раньше на Марсе были реки и озера. Сейчас на Марсе есть лед. Солнце в будущем гарантированно увеличится до таких размеров, что на Земле жить станет просто невозможно. Если помочь Марсу активировать его вулканы и хорошенечко прогреть его поверхность, там может появиться атмосфера, похожая на нашу. Как итог, единственная планета, куда с натяжкой можно было бы загрузить резервную версию человечества на случай катастрофы у нас здесь, это Марс. Для того, чтобы это сделать, нужна нехилая подготовка и много исследований для будущей колонизации. Как ни удивительно, эти земли похожи на Марс не только с нашей с вами точки зрения, но и по мнению ученых. И ровно об этом нам повествует вот такая замечательная табличка «Станция по исследованию пустыни Марса». Эта станция не часть НАСА. Ее поддерживают энтузиасты, а в начальном финансировании помогал Илон Маск. Если представить, что человечество разобралось с тем, как долететь на Марс и обратно, что в целом на самом деле уже почти понятно, то следующая задача — как делать исследования в условиях первой колонии. Экипажи со всего мира приезжают сюда, чтобы делать исследования по геологии, биологии, человеческом факторе и полной симуляции жизни на Марсе. Как пример,
чем занимаются исследователи здесь, ездят на марсоходах или летают на дронах и с помощью лидара учатся отрисовывать карту поверхности прямо как я сейчас. На территории станции есть свой парник, где выращивают микрозелень. Каждый день исследователи выходят из этого купола на улицу, чтобы что-то копать или записывать. И делают это в полном скафандре, чтобы в том числе понять, каково будет жить человеку в таких условиях на другой планете. Этот грунт достаточно сильно похож на марсианский, с одним небольшим отличием. Там много перхлоратов, из-за которых развитие растений там почти невозможно. Но не расстраивайтесь, мы все еще сможем жить на Марсе. Надо будет только поджарить марсианский грунт до 900 градусов Цельсия, и, пожалуйста, можно выращивать картошечку у себя в парнике, как Мэтт Дэймон в «Марсианине». А чем же там дышать? Не переживайте, в момент, когда мы жарим грунт, заодно выделяется и кислород. Поджарил ты 40 килограмм земли, и вот, дневная порция кислорода готова. Что там пить? Ответ тот же – жарим. Но уже не землю, а лед, которого на Марсе полно. Он даже на экваторе есть. Резюмируем. Марс либо взрываем атомными ракетами, либо угоняем карликовую планету Цереру, ставим ее крутиться по орбите Марса. Таким образом вызываем вулканизацию, создаем атмосферу, после этого обжариваем всю поверхность, ставим атомные станции и вуаля! Можно приезжать жить и ностальгировать по славным добрым временам на Земле. Ну что-то я заговорился, это вообще все не моего ума дело. Такого рода станции есть и в других частях света, но объединяет их одно. Почти все специализируются на изучении самого главного – человеческого фактора и поведения, так как это до сих пор один из самых загадочных вопросов. Вот вы мне говорите, красная планета, да? Да. Красный, значит, красивый. Полностью согласен. Но знаете, что для меня еще значит красный? Подсказка. Я человек русский, и, как известно, все русские, без исключения, коммунисты. Поэтому для меня красный — это еще и цвет светлого будущего. Поэтому, когда я узнал, что здесь недалеко есть марсианская фабрика, я просто не мог не показать вам и себе это чудо пролетариата. Знакомьтесь, фабричный холм или Factory Butte. Если сходство этой здоровенной горы с фабрикой вам кажется слегка натянутым, то учтите, что 200 лет назад люди были более впечатлительные и мечтательные. Поэтому первым поселенцам, которые нашли это чудо, форма сразу напомнила родную сердцу шерстяную фабрику в Прово. Размеры и цвета и правда индустриальные, высота под 2 километра, брутальные стены фабрики угольно-свинцового цвета и торчащие к небу штыри, напоминающие трубы завода. С высоты птичьего полета выглядит так, будто энергия пульсирует со всей округи и стекается в эту здоровенную громадину. Правда, на настоящем Марсе это выглядело бы скорее как кочка, потому что там горы бывают аж по 30 километров в высоту. Что объединяет все эти удивительные породы скал и камней, это то, что они меняют цвет в зависимости от освещения и влажности. И то, что в сухой погоде под ярким солнцем выглядит просто серым, превращается вообще в какой-то серо-буро-козюльчатый на закате. И поверить, что это все еще Земля, уже сложно. Поэтому просто помолчу уже наконец и предложу вам созерцать эту космическую красоту в вакууме. Обещал молчать, но извините, Христа ради, я быстро. Вот видите рассыпчатую структуру, из которой сделаны холмы? Когда идут дожди, вся поверхность становится скользкой и липкой, потому что это глина. А после того, как все высыхает, она трескается. И за эту рыхлость структура называется попкорновой. Да, это все не камни, а глина с песком. Все, молчу, смотрим.
Заканчиваем наше путешествие по Марсу вот здесь. Добро пожаловать ко мне домой, в долину гоблинов. Здесь живут мои друзья, знакомые вам Худу, но уже другие, видите, все разных форм и размеров. На закате они бросают длинные тени, отчего кажется, будто все зашевелилось. Некоторые недоброжелатели за эту энергичность и взбалмошность прозвали их гоблинами. Для меня же они мои пацаны. Мы уже будем ложиться спать, время не детское. Надеюсь, вам у нас на Марсе понравилось. Если да, приезжайте сюда, посмотрите сами. В качестве послесловия хотел показать, насколько сильно развился искусственный интеллект. И вставлю одну гениальную шутку от чата GPT, который помогал писать мне сценарий. Здесь легко представить, как гоблины устраивают ночные вечеринки в честь нового эпизода Star Wars. Как вытрите слезы от смеха, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, а мы встретимся на Земле. Пока!